Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака Зодиака Стрелец. Таро прогноз на декаду на 10 дней с 10 по 20 июля. Что прояснится? Давайте узнаем, что уйдет, что придет взамен, какие события ожидают в эту декаду. И у нас уже Уран в знаке Зодиака Близнецы. И Уран, как мы знаем, это инновационных перемен планета, поэтому какие-то метаморфозы, они могут происходить. Но и Уран помогает нам что-то новое начать, расставить все по местам. Поэтому я надеюсь, что для кого-то из вас некоторые вещи в вашей жизни, которые сейчас, может быть, напоминают путаницу или какую-то чехарду, они упорядочатся. Или вы сами будете принимать какое-то решение. У нас сегодня две колоды. И вторая колода – это у нас 78 дверей, метафорические карты. И я хочу спросить, как три знака судьбы, три карты мы с вами достанем, на что нужно обратить внимание, какие подсказки. Я же не останавливаюсь на планетарных транзитах, лишь дополню, что оставлю ссылку в описании под видео на свой сайт. Перейдите, прочитайте статью «Гороскоп астрологический» именно о тенденциях июля. Вот на июль. Я думаю, подсказок будет еще больше, а мы идем вперед. Так что же прояснится для вас, мои дорогие стрельцы, в эту декаду? Неожиданности. Что уйдет? И не обязательно, что это вот прямо конкретный какой-то человек уйдет. Нет, это может быть даже тот вопрос, который вы попросту закроете или уже не будете этим заниматься. Для себя сделаете что-то более очевидным. А что придет взамен? Может быть, что-то и не срабатывает. То есть посмотрим, что нам раскроют карты. Жизнь не бывает полностью предсказуема. Теперь три знака судьбы. С чем это связано? Три знака. Первый знак судьбы или первая подсказка, второй и третий. Достанем карту совет, которую откроем в самом конце. Так что же у вас прояснится, мои дорогие? Я вам скажу два направления. Первое по поводу какого-то дела, вопроса, видимо, либо вы не нашли нужного человека, либо, может быть, конкретный человек, который вы сами понимаете, да, общение продолжится, но был какой-то конфликт. По крайней мере, вы можете прояснить, по какой причине был конфликт или откуда ноги растут. И я не исключаю также того, что вы можете и сожалеть. Уран может нам, ну и не только Уран, у нас еще и ретро-Плутон. И поэтому мы можем, как по прошлому, по какой-то ситуации, по взаимоотношениям, тоже видеть правду. Это может быть сопряжено, когда мы видим собственные ошибки, и мы захотим что-то исправить. И карта-то нам сама мелкая, по сути, пятерка пентаклей. Пятерка – это всегда недостаток. Вот здесь недостаток во взаимопонимании и какая-то финансовая ситуация. Может быть, недопонимание было вызвано как раз разногласием по части финансов. И здесь у каждого своя история. Но это не то, что появляется внезапно. Это словно мы куда-то шли или каким-то определенным методом воспользовались, действовали каким-то определенным образом. А теперь мы понимаем, что вот дальше поезд не пойдет, если мы будем в том же контексте продолжать или пользоваться теми же методами. Ведь по этой карте мы часто должны что-то исправить, предпринять какие-то действия. Давайте посмотрим, что же в неожиданностях. А в неожиданностях возможности, мои дорогие. И если мы так вот упремся и будем действовать по-прежнему, вот эти две карты будут нам как раз говорить. Мы можем ведь и подзастрять в прошлом или просто сидеть и ожидать, что это со стороны чья-то будет активность, например, да, или кто-то признает ошибку. Нет, тут все-таки карта выпадает вам, что прояснится. Я, конечно, допускаю, что и люди тоже могут идти на контакт. Тогда и вы не закрывайтесь, мои дорогие стрельцы. Но вот есть что-то неоднозначное. Мы могли предполагать или думать, или уже, знаете, какое-то наше устоявшееся мнение в чем-то могло сложиться, а вот здесь нет, тут какая-то метаморфоза. И для вас, как возможность, все-таки тройка пентаклей – это всегда карта будущего, и вот такой переход в будущее, это в неожиданности, у вас может состояться в эту декаду. И пусть даже если это связано с тем, что возобновляете вы с кем-то контакты,
значит, этот контакт вам нужен, полезен. Или есть еще ряд вопросов с конкретной персоной, которые у вас не сведены еще к какому-то общему знаменателю. Или вы по части денег, откуда к вам приходят деньги, финансы, вот какая-то финансовая история, как новый вид заработка, дополнительный доход. Вы можете как и изучать, все-таки эта карта сдачи экзамена. Мы именно проходим жизненный экзамен. Здесь возможно вот это самое дежавю за счет планетарных транзитов, потому что вы с чем-то должны разобраться, словно на берегу, не ожидая завтрашнего дня. Это может быть как и своеобразный жизненный экзамен, да, вся наша жизнь, она состоит из каких-то экзаменов. Хотя я допускаю, что для кого-то из вас банально, допустим, вам нужно получить какой-то сертификат или, ну, может быть, и подтверждение для дальнейшей работы. Может быть, это как внутренний экзамен у вас на работе. Ну, смотря какова ваша профессия. Ну, такое, например, бывает. Я это знаю, в принципе, по себе, когда сложно, извините, когда словно нужно срочно сдать какой-то отчет или нужно срочно сдать как зачет, может быть, даже, да, такое тоже бывает. Но мы тогда должны перейти на новый уровень нашего профессионализма. Или что-то подтвердить. У кого-то подтвердить категорию, может быть. Вот я такое тоже допускаю. Ну, по крайней мере, у нас в медицине такое, это мы всегда учимся это до бесконечности, потому что сама по себе наука медицины не стоит на месте. Но, может быть, и в других сферах у кого-то из вас вот тоже что-то подобное. Эта карта может и символизировать еще о таком переходном моменте, когда, допустим, меняется руководство. Все же, если нам говорят переменные, ну так тогда, мои дорогие стрельцы, вам как-то очень красиво нужно выйти на авансцену или провзаимодействовать с новым руководством. Здесь все равно будет элемент новизны, мы говорим, новая метла по-новому метет. Но, опять же, у вас в неожиданностях возможностей, ведь эта карта всегда дает возможности. Как будто мы что-то учили, изучали, прикладывали, причем в каком-то новом совершенно контексте, свои знания на практике, может быть, свою энергию. И в конечном итоге это все не зря. Наше жалование, оно тоже увеличивается. Ну, вот такой вот тонкий вопрос. Попробуйте, переложите на свою жизнь. Король кубков, что уйдет? Единственная карта в колоде, которая говорит о том, что он как маг, король кубков, умеет правильно и подсчитать, и одновременно провзаимодействовать. Наверное, где-то карта и говорит, что для кого-то на короткий период нужно, может быть, как передышку в какой-то конфронтации. Или наоборот, лучше, вы понимаете, к примеру, я допускаю, может быть, у кого-то даже в судах вопросы есть нерешенные. Тогда, мои дорогие стрельцы, карта будет говорить, что вот медиаторство, договоренности – это добрая энергия, которая вам будет помогать завершить какой-то долгий спор. Или какие-то распри, может быть, и так. Или когда вы не могли договориться по деньгам. У кого-то банально, мои дорогие, купля-продажа недвижимости. И придется договариваться. Придется, может быть, и самому быть гибче. И как раз он гибче. Король кубков умеет правильно понять собеседника. Он обладает должной долей эмпатии, наверное, или прочувствовать, да, где-то интуитивно, на что способен человек, или какими ресурсами он обладает. Может быть и так. То есть какой-то правильный диалог выстроить. Но одновременно король кубков умеет правильно подсчитать, потому что материализм, как ни крути, хоть у нас и кубки, это база, вот эта база всегда в картах Таро, король кубков, как на постаменте каком-то изображен, или вот на отрезке земли, таком, пусть даже небольшом. Это его основа, это некоторый базис. Без вот этой, ну, как основы или твердой почвы под ногами буквально, он не будет ни любезен, ни полезен кому-то, потому что тогда он переключится полностью на решение собственных финансовых вопросов. Вот такая непростая миссия, может быть, но это временно, потому что мы спросили, что уйдет. Вот договариваться нужно, может быть, даже на какой-то период. Для кого-то из вас это может быть и иногда ведь по этой карте идут люди, которые именно наши близкие или наши родственники. Может быть, какие-то контакты
у вас завершаются, или, может быть, примирение, когда, да, взаимодействовать вам приходится. Есть люди в нашей жизни, которых мы не отменим, которые находятся, даже пусть это не родственники, а может быть это те люди, как соседи, коллеги, ну в целом, с кем у вас постоянное какое-то взаимодействие. И неважно, как вы относитесь, нравится вам это, не нравится человек. Ну, есть такие люди, и что ты сделаешь? Нам нужно с ними правильную какую-то позицию взять, и тогда и они нам не мешают, и мы им тоже, но как-то мы мирно сосуществуем. Вот какую-то такую задачу вам, наверное, придется решить в эту декаду. Иными словами, так, чтобы и волки были сыты, и овцы целы. Но это временно. А дальше, видимо, либо события как-то будут развиваться, кто знает. Мы ведь, жизнь не бывает полностью предсказуема. И поэтому нам еще тут очень много чего предстоит только узнать. А за счет Урана, может быть, и перестроить свою жизнь в каком-то новом ключе. Но вот эти энергии, добрые энергии, когда мы настроены себе не навредить, а на какой-то короткий период времени, пусть на эту декаду, но вам, мои дорогие стрельцы, помогают. Помогают, может быть, как и договориться. А в последующем вы себе скажете спасибо, что придет взамен. Ну точно, вы себе скажете спасибо. Посмотрите, 2 карты будущего. Вот вам ни ногой назад. Даже если мы говорим методы какие-то, или вы поступали всегда прежде каким-то определенным образом. А тройка – это как Уран где-то. Сломать стереотип. Стереотип о самом себе. Сломать тот шаблон, может быть, который сложился в отношении вас у конкретных персонажей. Вы уже, может быть, даже каким-то человеком, прогнозируем условно. Он знает, что от вас ожидать, мои дорогие стрельцы. Так вот, ход конем какой-то. Причем тот ход, который выражается через эмпатию. По крайней мере, то, что вы транслируете, что вы думаете, тут у каждого по-своему. Но вам это все помогает. Как будто, вот самое главное, не застрять. Как и на отдельном клочке суши, буквально в одиночестве. Вот есть такой момент, как подсказка. Одиночество должно заканчиваться. Король нам среди вод показан. Да, может быть, он себя и уверенно чувствует, но все же карты нам больше говорят о том, что в будущее мы идем. И расширяйте горизонт общения, но делайте это как-то аккуратно. Может быть, и изучать кто-то из вас что-то будет, потому что по тройке жезлов это иногда нам говорят о том, что мы не просто составили уже какие-то планы, чем мы будем заниматься, а мы готовы их корректировать. И в любой момент, словно с низкого старта, что-то как вот первое действие осуществить. Но для вас новая траектория открывается, а прежние какие-то, может быть, разочарования, они заканчиваются, это все равно уйдет. Но, видимо, в эту декаду вам еще нужно какие-то последние штрихи добавить, мои дорогие, или заключительный вот аккорд сыграть, чтобы потом жизнь пошла с правильной ноги. Знак судьбы. Первый. У вас сильная позиция, поэтому иногда именно сильная позиция нас вынуждает с кем-то спорить. Но вот мы не согласны. И, конечно, самоуверенность – это шикарное качество, но вот есть такой маленький нюанс. Когда мы самоуверены, мы иногда становимся самонадеянным. И где переход между первым и вторым? Он очень в тонкой грани. Это как, знаете, что-то между, как игра между светом и тенью. Поэтому, а когда мы самонадеяны, тогда мы себе можем помешать. Тогда мы не видим, какую ошибку мы можем совершить или в чем подвох. Вот для вас важно видеть, в чем подвох. И поэтому, может быть, у кого-то из вас совершенно необходимо собрать дополнительную информацию. Может быть, и вот этого минуса финансам, по финансам вы как предупредить его должны. Пятерка Пентаклей говорит, будь внимателен к финансам. И ведь это что прояснится? Может быть, именно по финансам проясняется какая-то тема, и вы откажетесь от какого-то проекта. Вы можете отказаться, мои дорогие стрельцы, даже помогать кому-то. Или участвовать в каком-то деле, в какой-то теме. Или вы можете поставить как точку, если вы долгое время кому-то помогали. Потому что вы словно за это время себя уже обесточили. По пятерке недостаток.
Это может быть вы теперь в эту декаду посчитаете и скажете, ага, если я буду продолжать в том же духе, то я сам останусь ни с чем. Вот так, коротко и ясно. И вы скажете кому-то нет. А ведь и правда, все то, что мы сэкономили, считайте, 2 раза заработали. Но эта карта изобилия, процветания. Вот у вас на кону ваше изобилие, процветание, достаток, давайте скажем так. Или какие-то финансовые вопросы. У нас тут показан человек, который доволен собой. Вот такой знак судьбы. И ты, стрелец, тоже должен быть доволен. Деньги как будто есть, но очень правильно нужно с ними распорядиться. И будут перемены, 9 по нумерологии. Тут не время в себе сомневаться. 8 мечей – карта искаженного восприятия. Не время глубокой философии на мелком месте. Не время тому, чтобы думать, а что обо мне подумают люди. Да? Вот. Нам девушка показана, она чувствует себя не просто одиноко, она себя чувствует холодно, беззащитно. Всегда, когда участки тела нам демонстрируют на карте, это некоторая незащищенность или беззащитность вообще. Мы чувствуем, что мы не можем чему-то противостоять, а ведь на самом деле этого нет. А вверху новый путь. И это ощущение дается нам или приходит, когда мы начинаем анализировать прошлое. Мы начинаем, почему-то наш мозг устроен именно так, что мы физиологически, видимо, когда у нас что-то не клеится, мы начинаем не победы свои вспоминать, да, ну вот психология так человека устроена, а именно наше поражение. Причем это уже было, это закончилось. Казалось бы, ну что мы там роемся в этом прошлом? Ведь мы уже какие-то выводы явно сделали. Но нет, вот почему-то нам приходят эти воспоминания. Гоните эти воспоминания прочь. Для вас, мои дорогие любимые стрельцы, себя важно перестроить на какие-то новые рельсы. У вас 2 тройки. А вот это искаженное восприятие, открой глаза, нам говорят. Нет тут у тебя ни вот каких-то образов непонятных, да, ничто тебе не угрожает. И вообще абсолютно спокойная обстановка. Да, может быть, тебе нужно себя самого или саму перестроить на какой-то новый лад. Ну, так это надо держать глаза открытыми, а не где-то там в прошлом пытаться что-то анализировать. Что случилось, то произошло. Вот вам это просто может помешать. Вы можете где-то подзастрять, мои дорогие стрельцы. Солнечные люди. Ну вот почему-то эта карта. Поэтому и рядом ведь у вас 9 кубков. На кону ваше благополучие. Ваше новое качество жизни. И будут перемены. Может быть, и карта говорит, ты сейчас удели, стрелец, внимание финансам. Именно финансам. Хоть и 9 кубков, но я называю иногда это картой эгоиста. Может быть, и вы сталкиваетесь с таким человеком, которому всегда мало. И вы уже почти в минусе, а кому-то все равно мало. Он не хочет видеть ваши заботы, ваши необходимые траты, может быть, вот на таком земном, банальном уровне. И пока вы не скажете кому-то «все, нет, закрылась лавочка какая-то». Ну, я, конечно, утрирую, ну, надо же хоть немножко юмора добавить. Но, видимо, это имеет значение дважды, трижды, потому что перемены, опять же, 9. 3 знак судьбы. Ну, может быть, как провзаимодействовать правильно, 8 жезлов, вы словно будете подбирать ключи. Какая-то ситуация вам действительно была как экзамен. У кого ключи в руках? По картам Таро. У Иерофанта или Верховный Жрец. И мы часто эту карту называем, когда она выпадает, действительно судьбоносной какой-то ситуацией. Может быть, это вы сдаете вот этот жизненный экзамен, о котором я говорила в самом начале. Но и с людьми, к ним подобрать ключи. И себе не навредить. Самое главное, вот такая ваша задача. Подбирай. Здесь не все, понимаете, как бы однозначно. И поэтому тут не нужно ориентироваться как и на прежний опыт или то, что вы думали раньше, о человеке или о какой-то ситуации, или конкретно о событиях и обстоятельствах. Вот все то, что было где-то в прошлом, оно вам не помогает решить проблемы в настоящем. Тут все-таки нужны другие методы. Поэтому это где-то проба. Проба пера, может быть, да, если это вопрос, как, ну, вы как возможность заработать деньги, да, как дополнительный какой-то доход. Кто-то из вас личное дело, может быть, личный блог будет вести, или думать, каким образом я могу добавить, да. Может быть, есть одна какая-то статья вашего дохода, а вам
явно есть нехватка по финансам, и вы хотите дополнительное что-то. Вы тут тоже можете с чем-то определяться, словно примерять на себя, подойдет это мне или нет. Но есть еще один знак судьбы. Все же 8 жезлов – это карта скорости. Поэтому не упусти время. Вот в первую очередь нам о чем говорит карта. Не отложи какое-то дело на потом. Если даже ты сейчас не видишь, как действовать, подбирай вот эти самые ключи, подбирай какие-то контакты. Или если тебе кто-то что-то предлагает, или вы слышите какую-то новость, отправляйтесь куда-то. Может быть, именно с перемещением иногда связано с тем, что нужно нам быстро вот так собраться необходимо и куда-то поехать. Может быть, на местности разобраться, в другой местности точнее, разобраться с каким-то вопросом. Не приблизительно, а вот опять же конкретно. И тогда это для вас, опять же, как подсказка, возможности, мои дорогие. Вот это тройка пентаклей. Карта совет. Страшный суд называется 20-й аркан. В этой колоде просто суд. Это между прошлым и будущим. Карта подтверждает все то, что я уже сказала. Вам тут действительно что-то по судьбе. И карта говорит нам, не оглядывайся назад, тебе отсюда только вперед. Но на вас влияет еще и обстоятельства или какая-то информация к вам будет точно приходить. Пусть эта информация для кого-то будет как в средствах массовой информации. И вот даже на таком более глобальном уровне, значит, может быть, дело ваше стоит того, что понимать вообще, куда мир идет, или какие тенденции, или, может быть, это как решение конкретного человека. То есть есть все-таки взаимодействие, назовем в целом, с окружающим миром, потому что это старший аркан. Но и для вас, посмотрите, это как звуки волшебной флейты, да, как у Моцарта. Это очень волшебная на самом деле мелодия, которая, ну, обладает даже своеобразным символизмом. И нам показано все пространство, словно танцует, играет. Это новые возможности. Это самое главное, когда мир для нас играет в разных красках. А еще эта карта освобождения и выздоровления. И значит, ну, какой-то последний, может быть, жизненный этап, или заключительный аккорд, как я говорила, или последний штрих, который вы должны нанести в эту декаду, вам одновременно открывает новые пути дороги и новые возможности. Перекладывайте на себя, мои дорогие, любимые стрельцы. Я благодарю за ваши комментарии, за то, что вы смотрите мои видео. Оставайтесь со мной и будьте счастливы, будьте любимы всегда.